Стараемся в первую очередь сделать так, чтобы их бои выглядели совершенно по-разному. Арбалет, в отличие от луков, играется по-другому, потому что он стреляет мгновенно при нажатии способностей. Сразу как в шутере вы нажимаете кнопку и происходит выстрел. И затем уже идет перезарядка. Соответственно, мы придерживаемся своей политики с разнообразным геймплеем. Арбалет между собой представляет разновидности таких оружий, как снайперская винтовка, дробовик и автоматическая винтовка. Также мы хотим представить то, что в PoE 2 вы можете перемещаться не только с помощью мышки, но и с помощью VASD, что полностью меняет теперь геймплей. Вы можете использовать перемещение по мышке или VASD прямо в настройках. Вы можете использовать как одну, так и другую способ управления персонажем. Вы можете использовать только два арбалета в одно и то же время. Однако Path of Exile 2 представляет разные варианты геймплея. В данный момент вы видите пробивающие снаряды из арбалета, дробовика. Так же, как зажигающие снаряды, которые увеличивают урон в соло-цель. Если перед вами множество противников, вы, возможно, захотите их замедлить. Для этого у вас есть охлаждающие снаряды, которые замораживают противников и охлаждают их. Когда у вас есть некоторое количество замороженных врагов, вы можете в том числе снова взять пробивающие патроны и увеличить свой урон по замороженным врагам. Очередная фишка, которая есть у арбалетов, это приложение. Вы можете в том числе, например, добавить гранатомет к своему арбалету. Вы можете также добавлять в эти приложения камни поддержки, чтобы улучшить способности этих приложений. У некоторых из этих способностей будут также элементы контроля, наподобие замораживающих снарядов. Есть также и другие гранаты, которые вы можете использовать. Например, это ослепляющая граната, которая оглушает противников. А теперь масляная граната. Выстрел из этой гранаты покрывает землю маслом, которое замедляет противников, что предоставляет вам очередную возможность для контроля масс врагов. И очередная фишка, которую может делать масло, это вы можете поджечь его. После поджога масло будет гореть и наносить дополнительный урон по площади. Одна из проблем арбалета с дробовиком в том, что каждый отдельный снаряд не наносит много урона. Соответственно, вы можете в любой момент менять свои арбалеты, чтобы использовать в ближнем бою, например, арбалет с дробовиком, тогда как автоматический арбалет для стрельбы на дальней дистанции, выстреливая большим количеством снарядов в одну цель. The armor-piercing version of rapid shot slowly erodes a monster's armor. Пробивающие броню патроны в случае с автоматическим арбалетом медленно уменьшают броню цели не с одного выстрела, а с некоторого количества. Чем дольше вы стреляете по противнику, тем меньше брони у него остается. Иметь возможность стрелять из арбалета одновременно с тем, чтобы перемещаться, открывает новые возможности для того, чтобы правильно позиционировать себя в бою.
Using permafrost ammo with rapid shot is also useful if you need to retreat. When you Вы в shoot том the числе ground, it creates можете ice crystals. использовать If you draw monsters back over these замораживающие снаряды с crystals, they автоматическим explode, арбалетом, killing the чтобы monsters. пострелять по It's земле great и if you want to создать set up a safe zone before pulling the next замораживающие участки земли, передвигаясь по которым противник будет замедляться и замораживаться каждый раз, что позволяет вам создать Slowing enemies защитную down can преграду come in handy if you want на to use the приближающихся врагов. incendiary version of rapid shot. Using this skill requires that you charge up a little bit before it fires, but as it continues to heat up, it will do more and more damage. Есть возможность перегревать свой автоматический арбалет, и чем дольше вы стреляете, тем больше It будет has a перегрев, really тем large больше урона clip он size, so наносит, you can just keep но firing требует and немного firing. времени для того, чтобы Other зарядиться. really useful feature is that when the crossbow is heated up, it adds extra fire damage to any grenade that you launch. И к моменту, когда ваш арбалет наконец-то полностью перегрет, вы можете добавить дополнительный урон огня к выстрелу гранатой. Now I've been using explosive grenades here, but it will work equally as well with flash or oil grenades too. Я использовал здесь взрывные гранаты, однако вы можете использовать и масляные замораживающие гранаты. Если вы используете масляную гранату, она также будет подожжена вашими поджигательными снарядами. Another crossbow type that you can find is power shot. Очередной This one вид works арбалета, just который like можете a найти, classic sniper rifle. Use it with это armor-piercing ammo сильный and it will выстрел. penetrate armor on Вы target. можете сравнить его с классической снайперской винтовкой. Выстреливает одним, но очень мощным снарядом. Now this skill has another interesting interaction with armor break. If an enemy has its У него armor есть broken, then your дополнительное power shot hits a взаимодействие weak с, spot and does a huge amount of например, single target пробивающими damage, снарядами. with a bunch of extra stun for good measure. В отличие от автоматической винтовки, которая со временем уменьшает броню цели, пробивающие броню снаряды от снайперского арбалета могут также оглушить вашего врага. Now, the incendiary version of power shot is more like a rocket launcher. It does a big explosive blast Поджигающая at a версия distance. снайперского арбалета работает примерно как выстрел из ракетной установки, которая одновременно наносит урон взрывом и поджигает противника. Гаусс, пушка, тракс. One of the really useful features of this version is that you can explode any grenades that happen to be on the ground. Одной из клевых фишек у этой способности в том, что вы можете взорвать уже размещенную на землю гранату мгновенно, не дожидаясь, когда противник подойдет. This combo also works really well with incendiary rapid shot. I'm going to charge up the heat on my crossbow, shoot out a bunch of grenades, and then start the fireworks with a power shot. Это также работает отлично с поджигающим арбалетом. Я могу зарядить несколько гранат, и после того, как мой арбалет перегреется, взорвать их все разом. The ice version of power shot creates frost walls at a distance. This is great for crowd controlling monsters in tight passages. Замораживающие снаряды у снайперского арбалета создают целую холодную стену, которая не позволяет противникам пройти через нее. Интересно, стихийки между собой взаимодействуют, там заморозка, Надо ток. понимать, что подобного рода снаряды сами по себе не наносят большого урона, они созданы для контроля групп врагов. Или заморозил, Now, говорит, remember that снайперка burst их shot combo with расколол. frozen enemies we did earlier? That works Помните with ту ice бомбу, walls которую мы too. использовали Let's с put burst shot back on. Наверняка. быстрым Now I выстрелом, can fill up бомбой this area with ice и walls, then поджигающими shoot them with снарядами? armor-piercing burst shot for a huge amount of damage. Давайте сначала заморозим противников, а затем выстрелим в них из пробивающих броню снарядов, чтобы нанести огромный урон. Речь про арбалет с дробовиком. All right, it's time to face the boss for this area. Let's see how we Окей, fare пора against her with all сразиться the с skills боссом I've этой shown you зоны. so far. Давайте протестируем все особенности дальнего боя, что мы только что осветили.
Блядь, да заморозь, потом уеби вот этим. Ёбаный в рот, а. Морозь, ёб. Уеби вот этим взрывной снайперкой. Семён. Самое интересное не сделал. And that's the mercenary. It feels totally different than anything we've made before. И это наемник, который ощущается совершенно по-другому от того, что мы делали ранее. И это один из классов, которые вы встретите в Path of Exile 2. We're going to be showing off a lot more about Path of Exile 2 as we approach its beta. But in the Мы meantime, покажем we've еще got a Path of больше Exile 1 об expansion coming out Path of next Exile week. 2 I'm going to hand over to Mark, информации. also known as Neil, Как только to show you подойдем what's к in store бете, from PoE я 1. передаю слово Thanks, Марку, Jonathan. который расскажет больше о PoE 1 Let's и just go ahead and дополнение, get которое нас straight on into ожидает. it. Here's the trailer for Path of Exile Affliction. Нет больше слов, кроме как показать вам трейлер полноценный об Лиге Заклятия. Первая часть. Something sinister. Thorn. Rot. Plague. And claw. The affliction spreads. It hungers for more. Tread lightly in the wildwood, which shifts and fights. Accept our help, the ancient power of the Asmir. Бать. Beware the spirits that yearn for freedom. And the heart of evil that waits in the dark. Что это? 100 измененных камней. Надпись снизу. Возвращение ультиматума. Почноуты нужны. Маленькие. Мои навыки. Что с говномага играть? In Залучник. the Affliction League, you will encounter sacred wisps, which beckon you to В enter Лиге overgrown Заклятия вы passageways that lead to встретите the Viridian Wildwood. ульи, которые пойдут основу локацию, A связанную с vile заклятием. affliction has covered this forest with a foreboding darkness. You'll need to uncover the forest mysteries to put a stop to the source of the Изначально affliction. заклятие не позволяет вам видеть дальше, чем позволяет ваш радиус обзора, однако по Make sure мере you tread вашего carefully, продвижения because they only have a limited amount вы of будете power. раскрывать But be warned, the локацию. darkness is full of cursed monsters that emerge to kill. Вам нужно быть О, осторожным, разрубание. ведь тьма полна As you explore, you might проклятых see other монстров. types of wisps trapped inside the darkness. The wildwood is trying to Вы guide сможете you встретить towards clues разных about its affliction. пчелок, спрятанных в темноте. Follow the trails of wisps by collecting them, and you may uncover many different secrets. Следуйте за пчелами, они приведут вас в особые локации, которые будут содержать в себе награду, боссов или There are many rewards to иные earn for those brave enough to энкаунтеры. seek them. Ядрить. Блин, мне нравится When разрубание. the sacred Ну что wisps они... run out of energy, they will return you back to where you came from. Когда энергия пчелок Any other types заканчивается, of она wisps you have возвращает collected вас will return with you to Rayclast. обратно. Энергия пчелок. За These пчелками wisps, идти. having been saved from the affliction, disperse into the environment and inhabit randomly Эти chosen monsters in the пчелки area, increasing their power and находятся also their на rewards. случайных монстров на локации. Вы The можете different types of уничтожить wisps have этих different монстров, effects on чтобы monsters, получить and sometimes more than one пчелок. type will inhabit a single О. monster, Они также making the усиливают fight even противников, harder
Некоторые из этих пчел могут слишком значительно усилить противников, особенно это касается боссов. Однако, если вы сможете справиться с таким боссом, вы получите достойную награду. Синие увеличивают редкость получаемых предметов, дикие увеличат количество подаемых предметов, и желтые увеличивают валюту, выпадаемую из противников. Во время исследования дикого леса вы сможете встретить также нейтральных NPC, у которых есть свои специализации. Если вы поможете им, они научат вас, как сражаться с заклятием. Choose which of the Asmeri that you will complete quests for to unlock one of 3 new ascendancy classes, which you can have in addition to your regular ascendancy class. Выберите одного из них для того, чтобы он стал вашим дополнительным восхождением и прокачивать его. По мере прохождения цепочки заданий в заклятии вы будете прокачивать этих наемников, которые станут дополнением вашего класса восхождения. Вашим вторым восхождением буквально. Например, можно зачаровывать оружие или зачаровывать ваши флаконы. Дайте угадаю, эта штука будет стоить до хера. А вот такой вот. Вы явно захотите, чтобы у вас было несколько таких предметов, Аватарочку чтобы вот можно такую. было переключать их между собой в бою. Эти штуки в том числе могут иметь случайные модификаторы. Как пример, оглушение врагов на полном здоровье, чтобы хорошо начать бой. Например, этот предоставляет добивающий удар, а также увеличенный урон по редким противникам. Вы можете за пчелок покупать эти улучшения у ваших наемников. Конкретно этот наемник позволяет больше инвестировать в эти дополнения, в эти фласки. Например, в том числе активировать флакон, который находится рядом с размещенным флаконом. Если у вас нет желания взаимодействовать с подобными фласками, есть новая способность — железная кожа, которая увеличивает броню вашего персонажа, и чем больше урона вы получаете, она теряет броню, но увеличивает ваше уклонение. Со временем стальная кожа, деревянная кожа вырастет, снова давая вам броню, но уменьшая ваше уклонение. Следующий наемник больше специализируется на темном искусстве. Одна из способностей, которую можете выбрать, это кровавая охота. Надо и ту фласку использовать на броню на уклонение. Вы с помощью этой способности можете видеть тип противника. Пожирая конкретного противника, вы получаете бонус урона против конкретного вида врага. Господи. Некоторые из боссов имеют свойства древнего, то есть тип противника древний. И так как вы на картах не можете найти этот тип противников и сожрать его труп, чтобы увеличить урон по этому врагу, вы можете купить эти трупы у мастеров за пчелок. И использовать этот трупак, чтобы сожрать его и получить бонус к урону против этого конкретного вида врагов. Некоторые из трупов также вам предоставляют возможность использовать некоторые из уникальных способностей, которые имели противники, кого вы съели. Есть дополнительные способности для персонажей, специализирующихся на приспешниках. Например, эта метка помещается на вашего приспешника, и по мере того, когда он умирает, он взрывается намного сильнее, чем мог бы взорваться обычно.
Некоторые из проклятий требуют для активации, чтобы проклятие закончилось. Соответственно, вам придется инвестировать либо в сокращение длительности ваших проклятий, либо в увеличение его длительности. Некоторые из проклятий вызывают срабатывание эффектов при убийстве. В отличие от других восхождений, охотница позволяет кастомизировать ваше дерево. Имея пустые способности восхождения, вы можете приобрести эти способности из чармов у нее же, позволяя вам создать свое собственное гибридное восхождение. Например, это восхождение позволяет получить укрепление за удары в ближнем бою. Этот чарм позволяет вам сохранять эффекты Святой Земли от Инквизитора и взрывы от оккультистки получить. Некоторые из сочетаний этих восхождений могут быть крайне сильными. Играя этим восхождением, вы можете получить некоторые дополнительные способности, например, при использовании способности крика взрывать ближайшие трупы и доставать из них лут, либо в том числе вскрывать находящиеся рядом сундуки. Добавить вам расширение сундука. Вне зависимости от того, какой класс вы выбрали, вы сможете в любой момент поменять его, как только встретите соответствующего мастера. Просто не забудьте выполнить их квесты для того, чтобы получить их очки восхождения. Все их ключевые умения открываются завершающим квестом с боссом Лиги Заклятия. По мере его уничтожения вы откроете все очки восхождения. Теперь, с тех пор, как мы поговорили о том, что в Лиге, мы можем поговорить в том числе об изменениях, которые затронут ключевую игру. В первую очередь мы возвращаем ультиматум в ключ игры. По мере игры в картах в эндгейме вы в том числе можете встретить мастера испытаний и сразиться с его испытанием ультиматума. Принцип тот же. Вы можете взять награду, которую уже получили, или увеличить риск ради того, чтобы забрать награду больше. В том числе мы добавим новые уникальные предметы и переработку старых уникальных предметов. Мы также удаляем метаморфы из игры в 3.23. Все катализаторы, которые были раньше в метаморфе, мы добавим в стандартный дроп-пул. Они будут падать из любых противников. В том числе добавляем новые катализаторы в игру. Касаемо катализаторов, новые пассивки на дереве. Мы также заменили все пассивки, связанные с метаморфом, на пассивки, связанные с ультиматумом. Как пример, эта пассивка позволяет увеличить количество раундов ультиматума, но запрещает появление босса ультиматума. В некоторых случаях это может быть стоящей наградой, потому что чем выше риск, тем больше награды. Мы также готовы поговорить об ключевых системах, которые мы меняем. Первая из них — это альтернативные качества камней, зачарование лабиринта для шлемов и зачарование. Боже, простите, я пропустил третий пункт. Теперь они меняют эту всю систему в одну, и она теперь называется изменение гемов. Например, при изменении камня «Морозная бомба» вы можете использовать его без перезарядки, однако он уменьшает урон камня. Вы можете изменить этот камень из камня поддержки в камень, носящий основной урон.
Например, этот камень позволяет использовать его, не разрешает использовать его на трупы, созданные с помощью осквернения, однако усиливает его для трупов, которые вы создали на карте. Приблизьте противников. Как пример, эти зомби не призываются из трупа, они просто призывают зомби, который падает с неба и наносит урон взрывом при приземлении, не требуя вам трупов для произнесения. Blight of Contagion. Эта способность позволяет одновременно использовать поддерживаемую способность для того, чтобы вызывать срабатывание кастующей обилки, связанной с ней. Вы можете сочетать гемы между собой для разных эффектов. Теперь последний фонтан в лабиринте позволяет менять сам камень умения. Одна из опций — это поменять в один из других 3 камней, но это не единственное. Вы можете также добавить опыт камню, вы можете также добавить качество камню или поменять камень на опыт, или в том числе улучшить обычный камень на случайно улучшенный камень, в том числе пробужденный. Так как мы поменяли все награды, связанные с камнями, то мы также поменяли награды, связанные с камнями в краже. Соответственно, мы переработали рейтинг наград, которые попадаются из кражи, в том числе добавив новые уникальные предметы в пул наград кражи. В целом, это один из самых больших изменений игры, которые мы делали за последнее время. Соответственно, мы ожидаем увидеть совершенно новые билды. Теперь стоит поговорить о новых наборах поддержки, ключевых наборах, которые выходят раз в год. Мы делаем эти наборы поддержки немножко иначе, чем ранее. We've combined it all together into a strong set of core supporter packs that will be released alongside Path of Exile Affliction next week. The series contains 5 packs, each with its full value in points and a collection of exclusive cosmetic microtransactions. Каждый из этих наборов содержит свои уникальные внешки. Некоторые из этих косметик вы можете увидеть прямо сейчас. Они будут доступны для покупки с моментом выхода дополнения заклятия. Мы сейчас начнем серию вопросов ответов с Ziggy и сразу же после завершения серии вопросов и ответов мы выпустим полный патч-ноут. Также вы можете ожидать на этой неделе завтра набор поддержки Кирака, боевой пропуск Кирака. И еще некоторые тизеры лиги и уникальные предметы, которые мы покажем до конца этой и следующей недели, до выхода дополнения заклятия. Патч-ноут? Шок-контент. 18+. Так, ну чё, я пойду тогда тизеры смотреть. Спасибо, Гудбой, за перевод. В целом, фидбэк какой? Я не знаю пока что, какой фидбэк. Jam-packed Q&A after a huge reveal session. We have here today Chris, Jonathan, and Mark. 3 for the price of 1 this time around, not just Chris. Welcome, folks. Thank you very much. Yeah. Cheers. Moving through things in rough order that we saw things today during the reveal. So starting with Path of Exile 2 and then moving through some of the new Path of Exile 1 features. So get those questions Просто in. We'll sprinkle those in through each of those various sections. So first, let's talk about that new movement scheme that was revealed with the new mercenary class. So we have the new WASD movement,
Чат, я сделаю чуть потише Зиги, он сейчас будет, как обычно, облизывать разрабов. Если там что-то интересное будет, я без проблем обсужу. Давайте обсудим, что происходит. Же обалдеть. Они переработали системы, сделали их одновременно и глубже, и сложнее, и интереснее. И облегчить. Просто обалдеть. Удалить метаморф, вернуть ультиматум. Давайте это... Пока сайт не сдох. Пока сайт не сдох. Блин, я не могу завершить. Мне надо смотреть дальше. Один момент. Я-то тоже хочу крылья. Я просто мут кину, чтобы лишний раз не заморачивать. Я тоже крылья хочу просто. Так, я понял, там пока пизда будет.
Добрый день. Заходи ко мне еще, пожалуйста. Удачи тебе!
Мудрец всегда тщательно готовится к трудному путешествию. Тебе повезло, у меня есть все, что может... Прощай. У меня есть все, что только может понадобиться магу. Тогда прощай. Тебе удалось их много разрушить. У меня есть все, что только может понадобиться магу. До свидания. У меня есть все, что только может понадобиться магу. Тогда прощай.
меня есть все, что только может понадобиться магу. До встречи. Да? До свидания.
Чё я наебошился? Ой, бля, опять эта пизда. Чё я наебошился? Но все равно хочет спать. Улыбаются. Что там, кстати? Идет? Честно. А? Читай просто с нужным камнем и все. Они же сказали, что... Не, ничего. Ну, приветствую тебя. О, лазер. Хотим и хотим. Вырубаюсь. О, опять 223, да вы издеваетесь. Ага. Мои глаза закрываются. Нихуя себе уже. До встречи. О, треть. Сказал. Врубаюсь. Засыпаю.